Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить вот такой очень красивый джемпер с короткими рукавчиками. Его больше даже можно было бы охарактеризовать как топ. Нежный, ажурный. Я думаю, что он не оставит равнодушной ни одну вязальщицу, поскольку вот такие вертикальные сочетание вертикальных листиков и ажурной сеточки очень красиво смотрятся. Плюс на жару это самый оптимальный вариант, на мой взгляд, сочетающий красоту и вот такое вот, знаете, дышащее полотно вязаное. Я думаю, что это нужно связать. Это нужно связать, тем более у нас описание будет несколько размеров. И у нас будет с вами отличная выкройка, несложная. Ажурная сеточка по центру и вот эти вот боковушечки сочетаются, вяжется вообще абсолютно легко и просто. Обвязочка крючком у нас, видите, идет по вырезу горловину узорчиком пика. Если кто не знает, как вязать крючком, обвяжите любым удобным для вас способом. Можете просто столбиками без накидов, да, если вяжете крючком. Если не вяжете, свяжите пару рядочков на круговых спицах резиночкой 1 на 1. Здесь все варианты приемлемы. Так, ну и давайте с вами сразу же посмотрим пряжу, которую, в общем-то, полухлопковая пряжа, которую я предлагаю использовать для вязания. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого джемпера с коротким рукавчиком я выбрала пряжу Alize Cotton Gold. Турецкая пряжа, 100 грамм 330 метров у нас, цвет 200, 55% хлопок, 45% акрил, мягенькая очень пряжа, спицы будем использовать 3,5. Вот такая скруточка у ниточки, посмотрите, видите, какая хорошенькая, такая четкая структура. В общем, хорошо очень вяжется. Вот так вот смотрится наш узорчик. Здесь у меня получается 2 раппорта с листиками и по центру ажурная сеточка. Очень эффектный узор, девочки, показываю вам, посмотрите, очень-очень эффектный узор, красота, просто неописуемая. На лето, на жаркую погоду просто идеал. Красиво смотрится. Эти листики, они никогда не выйдут из моды. На любой размер этот узор пойдет, поскольку он вертикальный и будет вас визуально стройнить. То, что вот эта декоративная сеточка по центру, это только плюс, да. Все будет шикарно, особенно на жару. Такой топ, джемпер, как хотите его называйте. Ну, я считаю, это просто находка для вязальщицы. Узор совсем не сложный. Вы сами поймете, там 10 всего рядов в высоту раппорт. В принципе, легко вязать. Несложно. Несложно. Так, ну и давайте посмотрим эту несложную схему. Отличная у нас с вами такая схема. Посмотрите, 18 петель ширина узора, 10 рядов в высоту. Часто спрашивается про условные обозначения. Условные обозначения, девочки, простые. Тем более мы порядно вяжем. Я не понимаю, зачем вы меня все время об этом спрашиваете. Посмотрите, какой вам неизвестен элемент, как он вяжется. Смотрите, вот такая вот скобочка. Это перекрещиваем 2 петли направо, 2 лицевые. Подковка – это накид. Пустая клеточка – это лицевая петля. Стрелочка вниз – это 2 вместе лицевой с наклоном влево. Горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Галочка с циферкой 2 наверху
это 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Так, и стрелочка вверх это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Хотела бы сказать про серый квадратик, здесь петли нет. Вот такая схемочка. Схемочка будет у меня, ссылочка на схемку отдельно под видео выложена для вашего удобства. Давайте посмотрим теперь выкройка. Выкройка у нас вот такая на 6 размеров. Тоже довольно простая, как видите, крой вообще абсолютно. Даже проймы как бы ее вообще нет, да. У нас с вами спущенный рукав, глубокий вырез горловины присутствует. И коротенькая такая выкройка для рукавчика, маленькая совсем на 20,5 сантиметров в высоту рукавчика. В принципе, можно этот рукавчиком пренебречь и связать полноценный топик, да, потому что узор позволяет такой, знаете, дышащий, ажурный, сетчатый узор, просто идеален на жару, идеален на жару. Так, дальше. И далее. Дальше у нас будет с вами описание. Вот так выглядит наше описание, которое я всегда выкладываю под видео. Здесь у меня идут размеры. Мы будем сегодня с вами составлять описание для размеров 42, 44, 46, 48, 50, 52. Пряжу вы уже посмотрели. В 330 метров 100 грамм вы узнали. Общий расход пряжи 350-450 грамм. Вам понадобится спицы 3,5 и крючок для обвязки, кто будет им пользоваться, номер 3. Плотность вязания мы с вами определяем в процессе вязания. Я об этом не буду говорить. Там очень подробно мы это все делаем с вами с образцом. Посмотрите, как я измеряю плотность и рассчитываю. Описание вязания тоже очень подробно. Вот это все попетельное, как расположить узоры, я рисую в конце видео. После того, как мы с вами свяжем образец, определим плотность, я начинаю вам рассказывать, откуда берутся эти количество петель, как мы их рассчитываем, как мы распределяем узор, прям схематично рисую, да. Так, потом я вам рассказываю, сколько петелечек у нас идут на горловину, как посчитать, сколько петелечек на плечи, тоже как посчитать, да, как посчитать скос, что такое вертикальная плотность. Все это подробно мы с вами рассматриваем, да. Рукавчик то же самое. Рассматриваем, как там петельку сколько набрать, как посчитать скос, я уже говорила, да, равномерно распределить количество прибавок. И, в общем, вертикальную плотность мы не игнорируем. И почему мы ее не должны игнорировать, обязательно должны ее использовать. Тоже об этом подробно я рассказываю. И давайте сейчас начнем с вязания образца. Итак, у нас будет с вами для вязания понадобится вот такая схемочка на 18 петлях и 10 рядов в высоту. И еще по центру, вот здесь, девочки, вяжется очень простой узор. Я его вам просто покажу. У него нет схемы, потому что здесь просто простейшие, знаете, элементы, да. У меня, я так распорядилась для красоты, чтобы было понятно, как это все будет смотреться, все эти сочетания узоров. Я сделала, видите, 2 раппорта по 18 петель справа и слева, и по центру я сделала эту сеточку, которая без схемы вяжется, просто по моим объяснениям. Итак, начинаем с вами. Для образца, для данного вот такого расположения узоров я набрала 44 петли. Если вы хотите потренироваться просто, то достаточно вам, девочки, набрать 18 петель для листиков вот по этой схеме и 6 петель для сеточки. 6 петель для сеточки понадобится. Так, и 2 кромочные. То есть сами считайте, 18 плюс 6, 24, да, плюс 2 кромочные, 26 петелек, либо 44. Это если вы захотите так же, как я, листики еще связать. Ну, в принципе, для расчета плотности достаточно вот варианта листики, сеточка, в принципе. Итак, первый ряд у нас с вами. Приступаем к вязанию прямо по схеме вяжем. Первую кромочную сняли и вяжем. Перекрещиваем 2 петли направо. Смотрите, как я это делаю. Я 2 петли снимаю на правую спицу. Первая петля у меня за работой,
а вот эта высвобождающаяся вторая петля перед работой. И я ее вот так одеваю и вяжу как лицевая, лицевая. Так, связали. Далее вяжем накид, лицевая, вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петли, поэтому я вот так, девочки, также меняю петли местами. Первая у меня за работой, вторая поверх нее и 2 вместе лицевой провязываю. Далее идет лицевая, накид, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид и перекрещиваем снова 2 петли направо. Меняю петельки также местами. Первая за работой, вторая перед работой. И вяжем лицевая, лицевая. Вот мы связали с вами первый ряд раппорта на 18 петлях. Далее у нас вяжется декоративная сеточка. Она очень просто вяжется. Посмотрите, я покажу вам раппорт, который состоит всего из 2 петель. Мы делаем с вами накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Опять накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Так повторяем 3 раза, то есть 3 раппорта подряд. Все. Все. И если вы вяжете только сеточку и листочки, то на этом ваш ряд замыкается. Вяжете кромочную петлю, и все изнаночные ряды будут вязаться, как смотрят петли, накиды провязываются изнаночные. У меня же вяжется второй раппорт, точно такой же, на 18 петлях, который я вот сейчас вам один раз покажу, повтор, потом я буду провязывать только вот первую часть, да, как бы вторая, ну зачем повторяться и загружать видео лишней информации. То есть я начинаю снова раппорт на 18 петлях, первый ряд. Опять я меняю петельки местами, перекрещиваю 2 петли направо, вяжу лицевая, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид и перекрещиваем 2 петли направо. Вяжем лицевая, лицевая, кромочная. Все. Второй и все четные ряды вяжем, как смотрят петли. Вяжем 3-й ряд. 3-й ряд по схеме. Итак, у нас с вами снова перекрещивания идут, 2 петель направо. Меняем петельки местами. Также у нас первая за работой, вторая перед работой. Вяжем лицевая, лицевая. Накид, лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, изнаночная, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Посмотрите внимательно, как я это делаю. Смотрите, я меняю первую и вторую петельки местами, так, чтобы вторая оказалась поверх первой. Первая у меня за работой, вторая поверх нее. Вот так накидывается, видите? И все 3 вместе я вяжу лицевой. Далее делаем накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид и перекрещиваем с вами 2 петли направо. Меняя их местами и вяжем как лицевая, лицевая. Все. Связали раппорт и за раппортом сеточку вяжем ажурную. Для этого, смотрите, сейчас 2 петли я меняю местами. Вторая у меня поверх первой. То есть 2 вместе лицевой я
делаю 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. И третий раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Все. И далее пошел снова раппорт на 18 петлях. Продолжаем вязать. Итак, 5-й ряд у нас с вами. Вяжем. Снова 2 петли перекрещиваем направо. Меняем их местами, вторая поверх первой. И просто вяжем лицевая, лицевая. Далее делаем накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном вправо еще раз, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Опять накид делаем и перекрещиваем 2 петли направо. Вяжем лицевая, лицевая. Связали раппорт узора. И сейчас у нас будет с вами декоративная сеточка наша ажурная. Мы уже повторяем раппорт. Вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, опять накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, и третий раз накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. На 6 петлях она вяжется. А далее у меня опять идет раппорт на 18 петлях. Вяжем 7-й ряд. Две вместе вяжем 7-й ряд. Перекрещиваем 2 петли направо. Просто их меняем местами. И вяжем как лицевая, лицевая, накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Далее вяжем накид. Далее 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Меняю первые, вторые петельки местами. И у меня вторая поверх первой оказывается. Вот так. И я вяжу 3 вместе лицевой. Далее идет изнаночная, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 вместе лицевой, перекрещиваем 2 лицевые, девочки, направо перекрещиваем. И вяжем как лицевая, лицевая. Связали раппорт узора. И 6 петель у нас декоративной вот этой сеточки. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Далее у нас повтор раппорта на 18 петлях. 9-й ряд. Перекрещиваем 2 петли направо. Просто меняем их местами. Первая за работой, вторая поверх. И вяжем лицевая, лицевая, накид, 5 лицевых. Далее 1, 2, 3, 4, 5. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, снова 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид. И перекрещиваем с вами 2 петли направо опять. Меняем их местами, вяжем лицевая, лицевая. Связали раппорт узора. За раппортом у нас идет ажурная дорожка. Вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Ну и далее идет раппорт, повторяется на 18 петлях. Вот такой вот у вас будет получаться красивый ажур, девочки.
10 ряд вы вяжете, как смотрят петли, и далее повтор у нас идет раппорта с первого ряда снова. Так, сейчас нам понадобится влажно-тепловая обработка образца. Горячим паром вот таким образом я обдаю наш образец, и давайте его потянем в разные стороны. Тянем его и так, и в ширину, и в длину. Тянем, тянем. Не бойтесь, он опять станет таким после того, как высохнет. Вот он влажненький, сейчас такой податливый. Давайте его еще разочек. Края вот надо обратить внимание, чтобы хорошо у нас легли. Расправляем образец и будем его сейчас сушить. Когда он высохнет, мы с вами измеряем его ширину и длину. Итак, давайте, девочки, сейчас все высохло. Вот так свободно укладываем наш образец и измеряем его ширину и длину. Итак, линеечка у нас с вами. Все, меряем. От края до края у меня получается 22 сантиметра. И мы набирали 44 петли. 44 поделим на 22 сантиметра. Ровно 2 получается. Давайте запишем, что у нас плотность узора в 1 сантиметре 2 петли. Вот так по горизонтали располагается у нас с вами ситуация. Давайте теперь по вертикали померяем. Ну, у меня по листикам я буду мерить, потому что край немножко неровный, сеточка оказалась чуть короче, да. Поэтому, ну, поскольку листики чуть длиннее, опять вот так укладываем нашу красоту и измеряем. Так, у меня получается 18 с этой стороны. Давайте тоже померяем. А здесь тоже 18. Итак, 18 сантиметров. И здесь у меня, сейчас я скажу, сколько рядов, посчитаем. У меня связано 4 раппорта по 10 рядов. То есть это 40 рядов. Здесь, девочки, 40 рядов и 18 сантиметров. Давайте поделим 40 рядов на 18 сантиметров измеренных. Получим плотность 2,2. И тоже запишем. В 1 сантиметре 2,2 ряда. Вот сейчас эти циферки нам понадобятся в дальнейших расчетах. Сейчас мы рассматриваем выкройку. Вот такую выкройку мы будем с вами использовать в сегодняшнем нашем мастер-классе. И у нас будет с вами сегодня составляться описание для 6 размеров: 42, 44, 46, 48, 50, 52. Если вы хотите связать больший размер, 54, да, 56, я тоже вам скажу, здесь ширина будет у вас приблизительно 32 сантиметра, то есть 64 получится. И я скажу вам, сколько это попетельно будет сейчас. Ну а начнем мы с вами с того, что, естественно, используем ширину спинки и переда, они одинаковые, и определяем, сколько петелек нам набрать на нужный размер. Первый размерчик у нас ширина спинки идет 48 сантиметров. У нас с вами плотность, которую мы с вами определили, в 1 сантиметре 2 петли, да? И мы умножаем на 2, то есть умножаем на плотность. Получаем 96 петель. Пишем 96 петелек. Вот я записала. Второй размер 46-48. И ширина спинки у нас 54 сантиметра умножить на 2, 108 петель. И третий размер у нас 29,5 на 2 умножить. И умножить на плотность. То есть 59 сантиметров ширина спинки. Умножаем на плотность 2. Получаем 118 петель. Записали. Теперь наша задача расположить красиво узоры. Для этого я всегда схематично рисую вот такую линию. Представьте, что это ваш наборный ряд, да? И сейчас на этой линии надо расположить нам симметричные узорчики.
Я посмотрела на модель и смотрю, значит, по центру у нас идет с вами ажурная сеточка на 6 петлях, и от нее уже мы будем плясать дальше симметрично, с двух сторон. От нее идет узор на 18 петлях, наши листики. Затем опять идет сеточка ажурная. Опять идет на 18 петлях узор. Да? И сейчас давайте посчитаем, сколько это уже у нас получается петелек. То есть у нас с вами 4 раппорта по 18 петель. Это будет 72 петли. И 3 раппорта по 6 петель, я устно считаю, плюс 18 петель. Получаем вот в этом составе у нас с вами задействовано 90 петель. Вот, девочки, 90 петель. Так, точку поставила. Так, теперь, значит, следующее, что нам надо с вами сделать, а нам надо 98 петель, чтобы было, да? 96. То есть, ну, то, что у нас будет кромочная справа, кромочная слева, то есть это уже получается 92 петли, плюс 2 кромочные я пишу, 92 петли задействованы, надо 96, 4 петли. Ну, 4 петли добавляем, значит, с вами 2 петли справа и 2 петли слева. И мы тоже сделаем ажурную сеточку, свяжем. Ажурной сеточки. Как раз у нас ширина раппорта ажурной сеточки 2 петли. Вот мы их и задействуем с двух сторон. Вот таким образом мы, девочки, располагаем с вами наши 96 петель на 42-44 размер. Дальше, следующий размер у нас идет с вами 108 петель. Ну, костяк, вот этот основной, я думаю, надо оставить. То есть 90 петель по центру также у нас остаются. Распределение узоров у нас будет такое же. Вот я нарисовала наборный ряд и 90 петель. Вот эти 90 петель, также мы их оставляем. Нас сейчас будет интересовать края наборного нашего ряда. То есть одна кромочная справа, одна кромочная слева так и остается. Считаем. У нас 108 петель. 108 петель. Отнять 92 петли, это вместе с кромочными, которые у нас задействованы в узоре. 16 петель не хватает, девочки. 16. Да? Ну, поделим на 2 и получим 8 петель. Будем добавлять с вами справа и слева. 8 петель. Ну, смотрите. Однозначно мы можем добавить с вами 6 петель сеточкой. То есть, знаете как? 4 раппорта сеточки. Вот так скажем. То есть не 6 петель, а 8 петель сеточкой мы добавляем. 8. То есть вот здесь мы 2 петли с сеточкой добавили, а здесь добавим 8 ажурной сеточкой. Вот таким образом у нас распределяются узоры. То есть вот этот костяк и 8 петель сеточка справа, 8 петель слева и, соответственно, кромочные. Итого у нас получится 108 петель. Так, теперь что касается третьего размера 50-52. У нас 118 петель. Предлагаю здесь распределить узоры несколько иначе. Здесь у нас по центру была с вами ажурная сеточка. Теперь я предлагаю ажурную сеточку разместить по центру листики. Мне надо, чтобы было 5 раппортов по 18 петель. Вот я рисую наборный ряд наш и рисую по центру 18 петель. От нее пляшем 6 петель сеточка справа-слева, опять 18 петель справа-слева, опять сеточка 6 и 6 и опять 18 петель справа, 18 петель слева. Все. Давайте посчитаем, сколько петелек стало у нас с вами. 1, 2, 3, 4, 5 раппортов по 18 петель. 5 на 18 умножить будет 90 петель. Да? И 1, 2, 3, 4 раппорта по 6 петель. То есть плюс 24 петли. Получаем 114 петель. Одна кромочная справа, одна кромочная слева. То есть это уже плюс 2 кромочные, это 116 петель. Нам надо, чтобы было 118 петель, да?
118 петель. То есть, ну, смотрите, получается одну петлю лицевую давайте добавим справа, одну лицевую слева. Ну, как-то вот так получится у нас с вами. В итоге получится 118 петель. Давайте еще раз посчитаем. Итак, 18 петель по 5 раппортов. Получается 90, да? Дальше идет 1, 2, 3, 4. 4 раппорта по 6 петель плюс 24 петли. Это 114 петель плюс 2 кромочные. Получаем 116. И, естественно, не достает у нас 2 петли. Я добавляю лицевую справа, лицевую слева. Все. Задействовано полностью 118 петель. Вот так распределяем, девочки, с вами узоры. Давайте посмотрим, сколько петель придется на вырез горловины и останется на плечо. Это тоже будем рассчитывать. Смотрите, стоит ширина выреза горловины 8, затем 9 и 9,5 на разные размеры. То есть 16 сантиметров вырез горловины первого размера умножить на плотность 2, получим 32 петли. 18 сантиметров вырез горловины для второго размера умножить на плотность 2 будет 36 петель. И 9,5 умножить на 2 и умножить на плотность 2 будет 38 петель. Вырез горловины определили на все 3 размера. Я обещала сказать, сколько петель набирать для 54-56 размер. Если у вас будет ширина спинки 64 сантиметра, девочки, 64 также умножите на плотность 2 и получится 128 петель. Аналогичным образом попробуйте распределить узоры. 128 петель. Вот здесь у нас задействовано 118 петель. Вам надо добавить 10 петель. Вот. Вы можете добавить справа и слева 10 петель, то есть по 5 петель у вас будет задействовано, по 5 петель. Ну, в общем, 5 не получается, 4 петли. 4, то есть 2 раппорта сеточкой справа и 2 раппорта сеточкой слева. По 4 петли. То есть не 128, в принципе, получится, а 126. Но и если хотите, можно лицевые еще добавить по одной лицевой, тогда будет 128. Понятно, да, моя мысль? Так, и давайте вернемся к нашим плечам. По плечу. По плечу все, что остается, идет на плечи, да? Поэтому из нашего общего количества, вот первый размер 96 петель, мы отнимаем вырез горловины 32 петли и получаем на плечи 64 петли. И делим на 2, получаем на каждое плечо 32 петли. Первый размер. Второй размер у нас идет 118 петель, отнять вырез горловины 36 петель, получаем 82 петли на 2 плеча, делим на 2, на каждое плечо, ой, что это я такое сказала, 108 отнять 36 будет 72 и поделить на 2, на каждое плечо 36 петель. И теперь третий размер у нас идет с вами 118 петель. Отнимаем вырез горловины 38 петель, получим 80 петель на 2 плеча и на каждое плечо 40 петель, делим на 2. Все, написали это все, вот я здесь на выкройке записала, все это, девочки, будет в описании под видео выложено. Теперь возвращаемся, обращаем свое внимание на рукав. Рукав у нас маленький, спущенный, такой, значит, короткий рукавчик, да, высотой всего 20,5 сантиметров. Сразу говорю, давайте переведем эти 20,5 сантиметров в ряды. Для этого мы воспользуемся нашей плотности по вертикали в 1 сантиметре 2,2 ряда. И мы, значит, с вами давайте 20,5 сантиметров умножим на 2,2 плотность. Получим 45,1. Но обычно ряды пишут четное количество, поэтому я написала равно 46 рядов. То есть наш с вами рукав будет 46 рядов всего составлять. Самое важное — это правильно набрать петли, распределить симметрично узоры и сделать, правильно оформить скос рукава. Здесь надо равномерно, значит,
равномерно прибавлять определенное количество петель. Я уже вот здесь посчитала. Сейчас я расскажу, как это сделать, как рассчитать скос. Значит, по низу рукавчика я уже тоже с помощью плотности определила, что вот у нас по низу идет 26 сантиметров на первый размер. 26 я умножила на плотность 2 и получила 52 петли. И вот таким образом я их располагаю, девочки. Смотрите, по центру у меня идет сеточка, с двух сторон у меня идут листики по 18 петель, да, раппорт, и сеточка завершает по 4 петли, справа, слева сеточка у нас опять. То есть по 2 раппорта по 2 петли. Итого кромочная плюс 2, получается 52 петли. Второй размер у нас, второй и третий, в принципе, 62 петли у меня получилось. И я распределяю узоры следующим образом. Также по центру сеточка. С двух сторон у меня идут наши ажурные листочки по 18 петель симметрично. И завершается это все 5 раппортов по 2 петли сеточки справа, слева, соответственно, симметричные, кромочные. Итого получается 62 петли всего. По низу набираем, начинаем вот так распределять узоры. И сразу же сейчас будем считать скос. Смотрите, для того, чтобы определить, сколько же у нас самой широкой части рукава петель, я также умножаю вот эти мерки в сантиметрах, перевожу их в петли с помощью плотности. То есть, если у меня стоит мерка на первый размер 19,5 сантиметров, я умножаю на 2, это половинчатый размер, то есть ширина у меня рукавчика 39 сантиметров по верху, и умножаю на плотность 2, это будет 78 петель. Вот я это все записала. На второй размер я также посчитала. 21 сантиметр умножил на 2 и умножил на плотность 2. У меня получилось 84 петли. На третий я определила также 90 петель. И теперь из большего количества петель я отнимаю низ рукава и получаю, сколько всего петель мне надо прибавить. Итак, смотрите, 78 петель я отнимаю по низу 52 петли. Получаем 26 петель будет всего прибавляться. У нас с вами 2 скоса, поэтому я делю на 2. И получается, на каждый скос прибавляем 13 петель. И также я поступила с другими размерами. У меня получилось на второй размер 11 петель по скосу и для третьего 14 петель по скосу. Теперь надо распределить эти петли, прибавки их, сделать равномерно и симметрично. Для этого вот эта величина, которую мы с вами определили, высота скоса 46 рядов. И смотрите, что я делаю. Я 46 рядов делю на 13 петель. 46 поделить на 13 петель для первого размера, который мы будем прибавлять. У меня получилось число 3,5. Ну, ни туда, ни сюда. То есть ни в каждом третьем, нельзя сказать, надо прибавки делать, ни в каждом четвертом. В таких случаях обычно поступаю я следующим образом. Значит, будем делать прибавки, чередовать. То есть первая прибавка идет в каждом третьем, вторая прибавка идет в четвертом, опять в третьем, в четвертом, да? Понятно, как будут делать прибавки. Так, теперь следующее. 46 рядов мы поделим на 11 петель для второго размера. Получим, ну, здесь однозначно в каждом четвертом ряду прибавочка идет. И для третьего размера 46 поделить на 14 петелек. Получаем в каждом третьем ряду делать прибавка. Все это, девочки, будет в видео, описание будет выложено под видео. Я вот это все дело вам выкладываю, что мы сейчас с вами тут озвучиваем. Да? Так, и про вертикальную плотность хотела бы я пояснить. Все вертикальные размеры, которые стоят у вас на выкройках, девочки, обязательно переводите в ряды. И вяжите, руководствуясь рядами, а не сантиметрами измеряя. Объясняю почему. После стирки изделия трикотажное тянется и приобретает не те размеры, которые вы первоначально запланировали. Вот смотрите, на нашем с вами узоре, когда мы с вами делали влажно-тепловую работу, помните, как я его сильно в разные стороны тянула. Потом я дала ему высохнуть. И теперь вот представьте, совсем другой вид имеет наш узор, совсем другой вид. Он у нас вытянулся, и именно так будет выглядеть ваш джемпер.
ваш топик. Именно так он будет выглядеть после того, как вы его постираете. Поэтому это правильный подход, это правильное решение. Так мы себя защищаем от нежелательных вот этих всех деформаций после стирки. То есть, смотрите, вот, предположим, стоит у нас вяжем, вяжем, и вот здесь у нас идет закругление выреза по переду, предположим, да? И вот стоит мерочка 48,5 на первый размер. Эта мерка стоит в сантиметрах. Сантиметры переведем в ряды. 48,5 сантиметров я умножаю на нашу плотность по вертикали 2,2. И получаю, смотрите, 106 рядов. То есть в моем описании и вы будете вязать и руководствоваться следующим образом. Вяжем 106 рядов от начала наборного, да, и на высоте 106 рядов начинаем формировать вырез горловины. Вот таким образом будем руководствоваться, да, то есть потом берем общую высоту изделия и переводим эту сантиметры переводим в ряды и знаем, что закрытие петель плеча у нас будет проходить на такой-то высоте, измеренной в рядах. Опять это подчеркиваю. Описание посмотрите под видео, девочки. Я вам пояснила, что такое вертикальная плотность и почему нельзя ее как бы игнорировать. Да? Ну а так, собственно, описание есть. Все мы с вами разобрали. Как узорчики расположить, тоже разобрали. Я желаю вам удачи, чтобы все у вас получилось, мои хорошие. И до новых встреч!